В ближайшее время войны не будет, но она произойдет в разумные сроки. Вчера мы пытались понять смысл слова «ближайшее» и попытались узнать математический эквивалент выражения «разумные сроки». Это произошло в полдень, когда начальник Генерального штаба Вооруженных сил нашей суверенной республики, в которой нужно изменить Конституцию из-за исторических особенностей, проходил мимо, и тут его окружили журналисты. Начальник Генштаба, как Николай из фильма «Невеста с севера», сказал: «А я как раз к вам направлялся». После этого журналисты спросили его: «Нет, вы не угадали, речь шла не об азербайджанцах из Джермука, которые умерли от голода». Журналисты спросили: «Будет ли война в ближайшее время?» Начальник Генштаба ответил: «А что вы понимаете под ближайшим?» Имелось в виду, что вы понимаете под словом «ближайшее». Журналист ответил: «После КОП-29». Здесь, в толковом словаре армянского языка, среди значений слова «ближайшее» такое, что случится, произойдет в ближайшем будущем, в обозримом будущем, добавилось еще одно значение – после КОП-29. Начальник Генштаба в манере Николая из фильма «Невеста с севера» точно ответил: «После КОП-29 это может быть через месяц, 2, 3, 4, 5, 6, 9 месяцев». И действительно, после 29 ноября, да, это все потом, но когда именно потом? Здесь журналист внес математическую точность в обсуждение и напомнил начальнику Генштаба о разумных сроках. Начальник Генштаба немного смутился, а затем, как Николай, отвечающий Ерванду на французском, сказал: «Не пугай меня своим французским, понял?» И ответил: «Начальник Генштаба не оценивает такую ситуацию, при которой может быть война». Что ж, а вы боялись. Здесь журналист, не успокаиваясь, снова вывел из себя начальника Генштаба, задав вопрос: «Если эскалации не будет, то почему Арарат Мирзоян говорит, что она будет?» На что начальник Генштаба ответил: «Арарат Мирзоян оценивает ситуацию, основываясь на военно-политических аспектах, предполагая разумные сроки, которые могут превысить 6 месяцев или даже год». Фух, мы тоже боялись без причины. Оказалось, что в ближайшее время войны не будет. Ближайшее – это после КОП-29, в разумные сроки после КОП-29. Здесь главное – отличать дательный падеж от исключительного. Значит, война будет, но не через месяц или два, а после разумного срока. И если вы не поняли математический эквивалент выражения «разумные сроки», это не моя вина. Моя задача – рассказать. Анка не поддержала ни одного из кандидатов на пост президента США. Обе партии несут ответственность за вооружение Азербайджана, что привело к геноциду и предательству Арцаха. Ни один из кандидатов не отказался и не пересмотрел свою политику, которая поощряет подобные действия. Анка продолжает взаимодействие с обеими партиями и приветствует их заявления в поддержку армянских приоритетов. Однако мы понимаем, что обещания в рамках кампаний – это не гарантии реальных действий после выборов. Мы гордимся тем, что наше сообщество стало важным избирательным ресурсом, способным влиять на выборы и привлекать внимание к безопасности Армении и Арцаха. Кандидаты ищут нашу поддержку, но нам недостаточно слов. Анка призывает к конкретным действиям до дня выборов. Республиканцы могут сделать следующее. Президент Трамп может призвать спикера Палаты представителей поддержать и ввести ограничения на помощь США Азербайджану, а сенатор Венс – поддержать санкции для расследования использования Азербайджаном помощи США для совершения военных преступлений против Армении. Демократы. Вице-президент Харрис может объявить об официальном применении санкций против Азербайджана и отказе от участия в КОП-29, пока все армянские заложники не будут освобождены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном АНКА – Armenian National Committee of America. У нас это называется «армянская карусель». Я не знаю, может, в Армении они называют это «грузинская карусель». За некоторое время до выборов у социально незащищенных людей под разными предлогами изымали удостоверения личности, а потом их использовали для голосования. С одним удостоверением личности и разными электронными устройствами это было возможно даже 17 раз. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью The Associated Press.
Наш ответ из Еревана грузинскому президенту. Во-первых, в Армении давно уже проходят выборы, соответствующие наивысшим международным стандартам, но даже тогда, когда не соответствовали, такая извращенная технология не использовалась. И нам непонятно желание Зурабишвили приписать Армении какие-то дефективные карусели. Во-вторых, с большим уважением относимся к грузинскому народу, к выборам и выбранным лидерам наших соседей. А также не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние процессы Грузии в любой форме. И предлагаем президенту Грузии решать внутренние вопросы, не приплетая Армению, тем более без повода. Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Мы призываем правящих чиновников Грузии задуматься об отношениях, которые они хотят иметь с евроатлантическим сообществом, а не укреплять политику, которую восхваляют авторитарные лидеры. Более 80% грузинского народа хотят, чтобы страна была интегрирована в ЕС и НАТО. Конституция Грузии, предложенная и поддержанная нынешней правящей партией, предусматривает стремление к этому членству в этих евроатлантических институтах. Все партии вели кампанию в поддержку этой цели, но правящая партия приняла меры, несовместимые с этим курсом. Правительство Грузии может вновь подтвердить свою приверженность демократическому евроатлантическому пути развития, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в избирательном процессе, отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия по выполнению невыполненных рекомендаций по реформам в рамках вступления в ЕС. Мы последовательно призывали правительство Грузии в этом году отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление правительства Грузии не изменится. Президент Турции Таyyip Эрдоган. 18 октября Турция приняла министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России и Ирана в рамках заседания региональной платформы 3+3. Мы наблюдаем, что эта платформа отвечает важным потребностям и стремимся придать ей институциональную структуру. Сейчас появилась уникальная возможность для прочного мира на Южном Кавказе. Мы внимательно следим за искренними усилиями братского Азербайджана и Армении в этом направлении. Наступил беспрецедентный период для достижения прочного мира. Мы продолжим работать в координации с нашими азербайджанскими братьями. Надеемся, внешние силы не смогут саботировать процесс, и мы получим хорошие новости как можно скорее. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.